Здравствуйте, туда смотри. Я к вам сегодня не одна пришла. Где фокус? Фокуса нет, все. Ты мой сын, ты мой помощник. Всем привет, мои хорошие, мои любимые, я очень рада вас видеть, я благодарю вас за ваш отклик, спасибо вам большое за ваши комментарии, лайки, подписки, я очень благодарна и счастлива. Сегодня мы разберем причины формирования тревожного типа привязанности и подробнее поговорим о страхе отвержения, фундаментальном таком состоянии, в котором у нас находятся люди при тревожном типе привязанности. Поехали! Природой система привязанности была заложена в каждом из нас для выживания. Поэтому даже если эмоциональная связь со значимым взрослым у нас не клеится, ребенок, как существо адаптивное, гибкое, подстраивается под конкретного взрослого. Так, чтобы создать максимально комфортные, надежные отношения даже с не самым надежным взрослым. Из прошлого ролика вы помните, что система привязанности нам дана для того, чтобы удержать нашего значимого взрослого. И, соответственно, если на удерживающие стратегии поведения значимый взрослый реагировал так, что он приходил, тогда у нас формируется безопасный тип привязанности, то есть надежный. Если взрослый не реагировал на подобные проявления ребенка, то формируется один из трех. Почему я показала 5? Формируется один из трех небезопасных типов привязанности. Таким образом возникает и тревожный тип привязанности. Причем, если человек с избегающим типом привязанности сторонится любой близости, у человека с тревожно избегающим, то есть дезориентированным типом привязанности, вечный экзамен жизни, к которому он никогда не готов, даже не представляет, что он может предпринять в данной ситуации, то человек с тревожным типом привязанности точно знает, чего он хочет. А хочет он стабильности. А что? Не могу себе позволить, вы хотите сказать? Я точно могу вот позвонить каждую секунду. Пи-пи-пи-пи-пи. Алло? Близкий? Ты где? Через 5 секунд будешь дома? Хорошо, я тебя жду. Прекрасно. Угу. Пим. Все. Нет этого ужасного ощущения подвоха во всем. Нет ощущения, что меня бросят. Прекрасно. Прекрасно. Одобряю. Но откуда у нас возникает такое желание? Почему мне нужно для ощущения собственной безопасности, чтобы близкий все время был рядом? Почему я постоянно звоню? Почему я постоянно пишу? Людьми с таким механизмом привязанности мотив обретения призрачной стабильности долгожданной движет еще с детства, когда они постоянно находились в подвешенном состоянии. Давайте подробнее поговорим об этой самой нестабильности и о причинах формирования тревожного типа привязанности. Первое здесь – это непоследовательность, нестабильность в воспитании и каких-то реакциях на нужды ребенка. Это как раз-таки о том, что сегодня мы посмотрели ролик Людмилы Петрановской, вот по тайной опоре, собственно, воспитываем, да, систему привязанности формируем. Завтра я что-то прочитала еще. И это мамочки, у которых 7 пятниц на неделе, у которых много планов, мамочки, которые хотят и то, и то, и то, и то. И это может быть мама, которая не страдает алкогольной зависимостью, но которая четко не может разобраться и понять, а чего она хочет от воспитания, что она хочет от ребенка. Второе – это систематическая, неверная интерпретация желаний ребенка. Это, кстати, очень часто бывает в семьях с гиперопекой. То есть тогда, когда я полностью предсказываю желания своего ребенка, но на самом деле я предсказываю не его желания, а свои собственные. И, например, мой ребенок хочет посидеть в тишине, а я ему предлагаю мультики посмотреть. Или не просто предлагаю, а даже включаю. Да, потому что в семьях с гиперопекой мы очень часто замечаем то, что ребенку не предлагают что-то сделать. Просто делают, а он там уже как бы выбора особого не имеет, к сожалению. Третья причина здесь – это границы и правила неустойчивы и зависят от сиюминутного настроения взрослого. Сегодня, например, можно съесть килограмм конфет, а завтра почему-то нельзя. Сегодня можно мультики смотреть 2 часа в день, а завтра только 5 минут. Я помню, я работала в детском саду, и у нас там была очень четкая дисциплина с детьми. У нас были четкие правила, и их нельзя было нарушать. Эти правила были нерушимы не для одного ребенка и для нас, взрослых, в том числе. И в чем здесь фишка? Ведь в определенном возрасте ребенок нуждается в некоторой директивности, ребенок нуждается в том, чтобы ему объясняли правила, в том, чтобы у него было четкое понимание, что можно, а что нельзя. Некоторые рациональные ограничения. Поскольку именно в рациональных ограничениях, то есть в конструктивных таких ограничениях у нас развивается психика. Развивается гармоничным образом. Поскольку если у нас есть вседозволенность, если нам все можно, у нас обесцениваются ограничения. И мы в дальнейшем, например, не можем себе поставить цель. В дальнейшем, даже если мы себе поставили цель, мы не можем до нее дойти.
Мы не можем ее реализовать. То есть мы не умеем жертвовать краткосрочным дискомфортом ради долгосрочной цели. И у нас формируется низкая переносимость фрустрации, например. Одна из ошибок мышления в когнитивно-поведенческой терапии. Четвертая причина здесь – это когда у нас гиперопека сменяется требованиями самостоятельности. У меня, кстати говоря, была такая клиентка, у которой был запрос на то, чтобы ее ребенок поступил в университет. А ребенку там было уже лет 18 ему было. И чтобы он самостоятельно готовился, самостоятельно работал, самостоятельно продвигался по своей лестнице карьерной, ученической. Но проблема была в том, что от него требовали четких самостоятельных действий, при том, что постоянно за него практически все делала мама. И любая самостоятельность была чревата для него тем, что его могли ругать. И при подобной системе воспитания у ребенка формируется картинка, что если я проявляю самостоятельность в таких ситуациях, мама вроде бы не против. В похожих ситуациях, если у мамы другое настроение, мне уже нельзя. Наверное, безопаснее мне будет не проявлять самостоятельность, чтобы лишний раз маму не тревожить. Это, кстати говоря, тоже у нас черта тревожных мамочек, когда мамочки слишком много, и для ребенка просто нет места. Ему нет возможности проявиться, ему нет возможности сказать что-то, потому что все говорит мама. И, кстати говоря, это одна из причин, когда у нас детки позже начинают говорить. В младенчестве мы действительно устанавливаем диалог с ребенком, и мы этот диалог озвучиваем, потому что пока он младенчик, он не может сам говорить. Мы поэтому создаем этот самый диалог для него. Но когда ему уже много лет, когда он уже взрослый мальчик или взрослая девочка, тут очень важно давать ему возможность, свободу говорить и проявляться в этом мире. Пятая причина – это нестабильная и противоречивая, такая амбивалентная реакция на проявление ребенка. И вот здесь очень интересно то, что у нас может сформироваться либо тревожный тип привязанности, либо дезориентированный. Почему? Потому что, например, сегодня я ударился очень больно, мама меня нежно обняла, поцеловала, пожалела, погладила. А, например, через 10 минут мама очень сильно устала, и я снова упал, снова ударился, но мама уже не обнимает и не гладит меня, а, например, дает мне оплеуху. И в результате такого взаимодействия мамы с ребенком у последнего формируется представление об отношениях с мамой и в дальнейшем с партнером. Я не уверен, что мама позаботится обо мне тогда, когда мне это будет необходимо, ведь уже много раз она этого не делала, и тогда я чувствовала себя очень одиноким, брошенным, покинутым, отверженным. Я не понимаю, каким я должен быть, чтобы мамочка меня любила. Поэтому я сделаю так, чтобы мамочка всегда была рядом со мной, зацеплюсь за нее и никогда не отпущу. Я попробую вести себя по-разному, посмотрю, на какие мои проявления мама реагирует, и буду себя вести именно так, чтобы мама меня всегда замечала, чтобы ощущать свою значимость для мамы. Таким образом, я сам себе создам стабильность, а с ней и чувство безопасности. Такое долгожданное в моей жизни, которого мне так не хватает. И из этих самых мыслей произрастает и соответствующее поведение. А что мне нужно делать, чтобы мамочка меня не оставляла, не покидала? Я знаю, мне нужно быть удобным и послушным. А если это не работает? А если работает только плач, крики, истерики и слезы? Тогда я буду кричать, истерить и обливаться слезами, чтобы мама заметила меня, чтобы она услышала меня. У нас, кстати говоря, будет следующий ролик именно про вот подобное поведение, про манипуляции, обесценивание, обвинение, критику уже во взрослом возрасте. Я расскажу причину и расскажу, что с этим делать. Пожалуйста, не пропустите, поэтому ставьте колокольчик. А может быть, мне нужно быть всегда в хорошем настроении и всем угождать? И вот в последнем случае он может показаться чрезмерно эмоциональным, очень счастливым. Но эта эмоциональность, эта экспрессия, она иллюзорна. Ведь такие ребята учатся использовать свои эмоции просто как инструмент достижения цели. А цель — это стабильность в отношениях, это вполне себе естественное желание ребенка до определенного возраста. Помните, я в прошлом ролике вскользь упомянула страх отвержения, который, собственно, возникает у нас тогда, когда значимый взрослый, от которого всецело зависит наша безопасность, наше чувство комфорта, исчезает, уходит. И в случае тревожного типа привязанности именно этот страх заставляет ребенка всецело сосредоточиться, сфокусироваться на маме, на том, чтобы удержать ее внимание. И, соответственно, на исследование мира, на развитие себя у него времени не остается. И, кстати говоря, вот эта вот привычка заслуживать внимания, жить не своей жизнью,
проживать полностью, знаете, играть как будто бы роль, погружаться полностью в жизнь другого человека, она остается и во взрослом возрасте. И очень часто такие девчонки приходят на консультации, и на вопрос, а что ты чувствуешь, чем ты увлекаешься, у них бывает такая картинка, они как будто бы разные в каждых отношениях. То есть с этим молодым человеком мы классическую музыку слушаем, с другим молодым человеком мы слушаем рок, металл и путешествуем исключительно на мотоциклах, с третьим молодым человеком мы смотрим аниме. Подобным образом девочка меняется в каждых отношениях. И когда ты спрашиваешь, а какая ты на самом деле, что тебе нравится, что ты любишь, она не знает, что. Потому что с самого детства, вместо того, чтобы узнавать ответы на эти вопросы, какая я, кто я, зачем я в этом мире, девочка пыталась заслужить внимание мамы, чтобы мама заметила, чтобы мама увидела, чтобы мама пришла. И если у нас ребенок долгое время проживал непостоянство мамы, страх повторения этого состояния впечатывается в его психику, и это сомнение насчет постоянства близких уже во взрослом возрасте перманентно, фоново пронизывает всю его жизнь. Ощущение подвоха, ощущение, что близкий может бросить, ощущение, что я недостаточно хороша, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Подобные мысли рождаются из того самого страха отвержения. Печать прошлого опыта создает ложное ожидание похожих ситуаций в жизни. А из-за невозможности предсказать будущее у нас фоново появляется чувство тревоги. Более того, и отношения у такого человека начинают ассоциироваться с вот этой вот самой непостоянством. И от этого осознания, что мой любимый не может быть со мной 24/7, мне становится больно. Я срываюсь, я кричу, я обвиняю, критикую, манипулирую, устраиваю какие-то истерики, скандалы и прочее. Мне постоянно нужно быть начеку. Мне нужно сканировать мельчайшие изменения настроения моего близкого, проверять его доступность, контролировать его. И знаете, это люди во взрослом возрасте, они как будто бы вот нависают над тобой. Они очень большие. Фигура взрослого большая, сильная, которой не хватило им в детстве, они становятся такой фигурой взрослых для всего своего окружения, особенно для близкого окружения. И возникает потребность в постоянном подтверждении любви со стороны партнера. А если я этого подтверждения не получаю, то я не ощущаю себя в безопасности, я не ощущаю уверенности и стабильности в наших отношениях. Но дело в том, что подобные защитные действия лишь усиливают страх отвержения и фоновое чувство тревоги. Поскольку если бы все было хорошо, я бы и не переживал. Извините. И теперь, друзья, мы с вами четко видим основу, что из страха отвержения, покинутости и брошенности, из страха быть оставленным мамой проистекают ожидания уже во взрослом возрасте в виде требований. Ты должен мне все время звонить, ты должен быть всегда на связи. Если ты не на связи, ты меня не любишь. Но фишка в том, что даже если человек с тревожной привязанностью встретит идеального партнера, который идеально будет доступен, идеально будет с ним 24/7 рядом, вот эти вот тесты и ощущения подвоха никуда не уйдут, поскольку проблема не в стабильности партнера, а в глубинном страхе, в паническом ужасе быть оставленным снова. И пока мы не проработаем вот этот вот самый страх отвержения на уровне мышления, да, начинаем мы с мышления всегда, у нас никуда не денутся манипуляции, порицания, обвинения, критика, истерики, страхи, скандалы и прочее. И даже в положительных моментах идет обесценивание мгновений близости, акцент на негативе. Ведь если я перестану подавать сигналы, то меня перестанут замечать и обязательно бросят. Ну что же, мои дорогие любимые, мы с вами поговорили сегодня подробно о страхе отвержения. Теперь вы видите, что пока человек ощущает свою недостаточность, он будет нуждаться в постоянном заверении этой самой достаточности. Пока я чувствую сам, что я недостаточно любим, еще в том состоянии маленького, и я не могу сам себя достаточно любить, я постоянно буду нуждаться в заверении и подтверждении того, что все хорошо, что меня любят, что я не один, что меня не бросят. И я постоянно буду искать последнее доказательство. Если он сделает так, то он точно меня любит. Ну хорошо, так, ладно, хорошо. Вот если он сделает еще вот так вот, точно любит. И это бесконечная, разъедающая изнутри игра, которая истощает психику, выхолащивает чувства, опустошает сердце. Я вас очень люблю, очень крепко обнимаю и желаю вам ощутить и обрести это чувство стабильности внутри, в своем сердце, в своей душе. Я благодарю вас за сегодняшний просмотр. Я благодарю вас
за то, что вы сегодня были со мной. Благодарю вас за ваше время. Спасибо вам огромнейшее за обратную связь. Я очень счастлива читать ваши комментарии, счастлива, что эти ролики полезны, счастлива, что вот так могу принести вам пользу. Пока-пока!